Всем привет! И мы семья, которая проживает в Бельгии уже почти 3 года под статусом временная защита. И да, мы беженцы. Звучит, наверное, как-то немножко страшно, да? Но это не совсем так. Сегодня вас ждет честный рассказ, как все было, как получить защиту и что это вообще такое. В 2022 году в Украине началась война, и мы вынуждены были, как и тысячи других семей, покинуть Украину. Сначала была паника, потом были чемоданы. В общем, нас было 4. Я, моя жена и 2 наших детей. Время на раздумье у нас не было вообще. А Бельгию мы выбрали не потому, что модно, а потому, что была возможность сюда приехать. И возможность начать здесь работать. Сюда мы переехали с минимальным пониманием, что нас ждет. Нам хотелось всего лишь безопасности. Но первые недели у нас здесь был один стресс. Так как быстрее хотели получить статус временная защита, получить документы и начинать свою жизнь строить с нуля. Так, хочу объяснить вам сразу, что такое временная защита. Временная защита – это статус, который Евросоюз дает людям, которые бегают от войны. Точнее, убегают от войны. Здесь главное не путать это с убежищем или с долгосрочной миграцией, потому что это всего лишь временное решение Евросоюза. По сути, ты находишься в стране и имеешь право работать, жить, учиться, бесплатная медицина, страховка, но это все временно. Потому что, когда этот статус закончится, скорее всего, нас всех попросят вернуться туда, откуда мы приехали. Ну что ж, а теперь давайте поговорим, как подать на временную защиту и ваши первые шаги и действия. И как подать на временную защиту в Бельгию, если вы приехали из Украины. Первое. Важно, чтобы получить этот статус, вам нужно находиться на территории Бельгии. Переезд сюда возможен любым способом. Это самолет, это поезд, автобус, либо личный автомобиль. Итак, шаг номер 1. Это вам нужно прийти в регистрационный центр в Брюсселе. Так, ну что ж, сейчас я вам подскажу точный адрес этого главного регистрационного центра для украинцев или лиц с правом временной защиты. Давайте вам сейчас с компьютера выведу картинку, да, и вы себе можете записать или отметить куда-то. Режим работы с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00. Но рекомендация: приходите туда как можно пораньше, потому что можете попасть на большую очередь и в этот день пропустить регистрацию, зарегистрироваться аж на следующий день. И это не совсем удобно. Если вы приехали, вам негде ночевать, негде остановиться, вы не рассчитываете снимать гостиницу, поэтому нужно распланировать так, чтобы вы приехали как можно раньше на этот адрес. И это то место, где вы делаете свой первый шаг – получению документов. То есть, когда вы туда пришли, попали, записались, дождались своей очереди, то вы уже показываете удостоверение своей личности, паспорт, и подтверждение того, как вы въехали в Бельгию. Там вам делают регистрацию, вас фотографируют и выдают временное удостоверение личности. А давайте чуть подробнее, что нужно взять с собой, не забыть для регистрации. Это украинский паспорт или загранпаспорт, фото ваших детей и свидетельство о рождении. А что имею в виду под подтверждением въезда документом? Это любые документы, подтверждающие въезд в ЕС. То есть билет или штамп в вашем загранпаспорте с датой, когда вы приехали. А то самое временное подтверждение, которое вы там получите, это ваше первое подтверждение тому, что вы можете легально находиться в Бельгии. Дальше вы с этой бумагой можете обратиться в коммуну по месту проживания. Что такое коммуна и где ее искать? И давайте на нашем примере я вам на компьютере покажу сайт и как вообще искать коммуну по месту проживания, где вы находитесь. Ну все, теперь, когда вы уже нашли свой муниципалитет по месту проживания, вы с этой временной бумажкой, которую вам выдают в Брюсселе, вы уже обращаетесь к ним, чтобы подтвердить свой адрес проживания. Это может быть вы проживаете временно у друзей или в каком-то общежитии вас поселили. В общем, любое место, где вы нашли жилье, вы это место должны подтвердить официально, что вы там на данный момент проживаете. А чтобы подтвердить, что вы там проживаете, к вам направят офицера, полицейского по этому адресу, чтобы проверить, что вы находитесь именно там, именно на этом адресе. И обычно через 2-4 недели после визита инспектора на ваш адрес вы получите письмо с уведомлением о том, что вы можете прийти в свою мэрию и забрать уже ваш готовый документ. Это такая карта А, пластиковая, белая, как внутренний паспорт Украины, похоже. А что такое карта А, вы, наверное, уже наслышаны, знаете. Это документ, с помощью которого вы здесь находитесь легально, вы можете устроиться на работу официально, вы имеете страховку, вы имеете возможность получать медпомощь и также учиться. Давайте я вам еще постараюсь сразу же ответить на 4 вопроса, которые
обычно задают люди, которые сюда приезжают. К примеру, первый вопрос – это, а что нам делать, если нам отказывают в защите? Но отказать в защите вам могут только из-за того, если вы не являетесь гражданином Украины, или же вы получили уже защиту в другой стране ЕС, например, и в Польше, и приехали сюда просить повторную защиту. Для того, чтобы вам не отказали, вы обязаны пойти сейчас в той стране, в которой вы находитесь, ну, если это не Украина, имею в виду другая страна Евросоюза, вы должны там отменить защиту, отказаться от нее и ехать уже тогда в Бельгию и просить тут ее заново. Но если здесь вам откажут, то в этом случае нужно просить асил. Но это более сложный и более долгий процесс. Еще такие вопросы задают, а возможно ли нам поехать в Украину, побыть в Украине и потом обратно вернуться в Бельгию? Да, возможно, но если вы уехали, покинули Бельгию, в Украину, уехали надолго, то ваше дело могут, к сожалению, закрыть. Потому что обычно краткие переезды разрешены, их никто не запрещает. Третий вопрос. А нужно ли нам платить налоги, если вы работаете под этим статусом временной защиты? Да, конечно, нужно. Потому что вы работаете официально, вы являетесь налогоплательщиком этой страны, и поэтому никаких поблажек не будет. Но есть плюсы, потому что если вы платите социальные взносы, налоги, то вам идут дополнительные баллы в вашу пользу, что в дальнейшем вам поможет получить ПМЖ в Бельгии. И сразу же назревает вопрос, а можно ли получить ПМЖ после временной защиты? То отвечу вам сразу из официальных источников, то нет, напрямую нельзя. Чтобы получить здесь ПМЖ, то вам нужно получить обычно ВНЖ. А что у вас для этого должен быть? У вас для этого должен быть рабочий контракт, но не временный, а постоянный, да? Либо же студенческий статус. Ну и третий вариант – это воссоединение семьи. Поэтому, если вы хотите здесь остаться жить надолго, то вам необходимо получить ВНЖ. Пятый вопрос. Сколько времени действует этот статус временной защиты? Он действует ровно 1 год, потому что этот статус каждый год продлевается еще на 1 год. И максимум раньше разрешалось 3 года, после чего нужно было принимать какое-то решение, но Евросоюз принял еще на год экстренно, на 4-й, и сейчас уже в этом году, 2025, в июне, они приняли закон продлить его до 2027. Уже наперед мы знаем, что до марта 2027 года нас отсюда никто не будет выгонять, и мы имеем право здесь жить, работать, учиться и быть здесь под временной защитой. Ну, чтобы вы понимали, что это я вам рассказываю не просто так, и эта информация не из моей головы, я вам тоже сейчас выведу сюда ссылочку, сайт, где все официально написано по этим датам и по продлению. А что, в общем, дает этот статус, да? Какие у него есть плюсы, а какие есть минусы? Ну, давайте начнем с плюсов, с хорошего. Плюсы здесь такие. Это медицина. Она абсолютно здесь бесплатна. Это возможность легально, официально работать. Это образование и, в первую очередь, наверное, для нас это безопасность. Но есть и минусы, потому что ты не можешь предполагать, знать, что будет завтра, и ты постоянно находишься в каком-то подвешенном состоянии. То есть, если завтра этот статус закончится, то просто ты будешь вынужден покинуть эту страну. Ну, то есть минусы. Нет постоянного ВНЖ, ты не имеешь права путешествовать не в пределах ЕС. И каждый год ты молишься, чтобы продлили эту защиту. Но за 3 года мы уже здесь очень хорошо адаптировались, мы уже выучили немножко язык. Наши дети учатся, мы ходим на работу официально. И это уже стало, наверное, нашим вторым домом. Не по паспорту, конечно, но по ощущениям. Конечно, поначалу было очень тяжело, но шаг за шагом, год за годом мы выдохнули, и нам становится все легче и легче. И мы даже умудрились здесь уже ходить в кино. И смотреть кино и мультики не на нидерландском языке, а на нашем родном языке, на украинском. И давайте я вам продемонстрирую, как мы это делаем. Привет. Привет, доченька. А куда это мы с тобой собрались ехать? В Кинополис. Кинополис? А почему? Чтобы посмотреть фильм про Стича. Да-да, иногда мы выбираемся здесь в кино, в центр Кортрика едем, в Кинополис, для того, чтобы посмотреть фильм, не просто фильм, а на нашем родном украинском языке. Вот. И это уже происходит здесь в 4-й раз. Но на самом деле мы идем всего лишь 2-й, но для всей украинской аудитории это уже происходит 4-й раз. Показывают фильмы на украинском языке. А еще, если немножко задуматься, то ты понимаешь, что это не просто кино. Это способ убедиться, что нас здесь в Бельгии, украинцев, видят и слышат. И это очень приятно.
Это не постоянная инициатива, а скорее всего редкие показы, которые организовывают в сотрудничестве с городом. Обычно билеты идут по низкой цене, так сказать символической. И они разлетаются очень быстро. Главное успеть их купить. И сегодня, кстати, крутили Лило и Стич, и зал был почти полный. Друзья, мы хоть и идем всего лишь второй раз на фильм, но сама идея очень крутая, потому что здесь большой экран, родной язык, и мы хотя бы себя можем почувствовать дома, ну хотя бы на пару часиков. Друзья, знаете, нам что еще дали? На входе мы показали билеты. Диан, покажи. Хоть мы идем на Лило и Стич, но нам подарили книжку вот такую. Дракон. Да. Как приручить дракона. Да. Прикольно, да? Да. Приятно. Ага. Книга. Хорошая книга без текста. В общем, это блокнот оказался. Ну, тоже очень круто.